А вам не кажется, что Германия за последнее время как будто слетела с катушек? Нет, серьезно. Представьте себе эту картину. Страна, которая десятилетиями была синонимом экономической стабильности, технологической мощи и такого чисто немецкого прагматизма, вдруг начинает принимать решения, которые заставляют экономистов хвататься за голову. Это как если бы немецкие автопроизводители вдруг решили вернуться к конным повозкам в эпоху электромобилей. Ну бред же. А что, собственно, случилось с немецкой логикой? Куда исчезла легендарная практичность? И главное, почему страна, которую весь мир считал эталоном экономической разумности, сейчас принимает решения, которые противоречат самим основам ее процветания? Сегодня мы погрузимся в расследование политического абсурда, который в последние годы поразил германскую политику. Мы проследим, как серия странных, порой нелогичных решений превратила экономического гиганта Европы в страну с замедляющимся ростом и нарастающими проблемами. Пристегните ремни, это будет увлекательное и местами шокирующее путешествие в мир современной немецкой политики, где идеология часто побеждает здравый смысл, а долгосрочные последствия решений, кажется, уже никого не интересуют. Чтобы понять нынешний экономический абсурд Германии, нам нужно совершить путешествие во времени. Потому что, знаете, за каждым странным решением стоит история. И история Германии – это настоящий сериал с драматичными поворотами сюжета. К началу 20 века Германия – молодая амбициозная империя. Страна, опоздавшая к колониальному пирогу, но полная решимости догнать и перегнать своих более расторопных коллег. К 1914 году немецкая промышленность составляла серьезную конкуренцию британской. Химическая индустрия, машиностроение, оптика. Германский орел расправлял крылья над мировыми рынками. А потом прозвучал выстрел в Сараево. Первая мировая война стала экономическим самоубийством для империи. 4 года изнурительного конфликта, и вот гиперинфляция такого масштаба, что для покупки хлеба немцы возили деньги в тачках. В разгар кризиса 1923 года одно яйцо стоило 80 миллиардов марок. Представьте, что за чашку кофе вы отдаете сумму, которая еще вчера могла купить целый завод. Тут важно понимать, это не просто экономический крах, это самая настоящая коллективная травма, которая определила отношение немцев к финансовой стабильности на поколение вперед. Из пепла гиперинфляции возник монстр. Экономический хаос подготовил почву для политического радикализма. А дальше, вы знаете, национал-социалисты предложили простые ответы на сложные вопросы, и Германия, измученная кризисом, купилась. Самое ироничное, что нацистская экономическая политика действительно привела к временному экономическому подъему. Массивные государственные проекты, военные заказы, принудительный труд. ВВП рос, а безработица снижалась. Но эта экономика работала довольно своеобразно, как пирамида. И поэтому требовала постоянной экспансии и новых ресурсов. А дальше Вторая мировая. Самоубийственная авантюра, которая обошлась Германии в 7,5 миллионов погибших, 40% довоенной промышленности и, что самое главное, потерю суверенитета. К 1945 году Германия лежала в руинах, и буквально, и метафорически. Знаменитая фотография Дрездена после бомбардировок – это не просто документ военной истории, это символ конца эпохи. И вот здесь начинается самый интересный социально-экономический эксперимент 20 века. Одна нация, один народ, одна культура, но две диаметрально противоположные системы. На Западе рыночная экономика под американским патронажем, на Востоке плановая экономика советского образца. Западная Германия получила мощный старт благодаря плану Маршалла. За период с 1948 по 1952 год в страну влили около 1,4 миллиарда долларов. В современном эквиваленте порядка 15 миллиардов. Но дело даже не столько в деньгах, сколько в направлении развития. ФРГ стала витриной капитализма, демонстрирующей преимущество свободного рынка над советской моделью. И да, немецкое экономическое чудо впечатляло. К 60-м годам прошлого века западные немцы ездили на собственных «Фольксвагенах», а продукция с маркой «Made in Germany» снова стала синонимом качества. Но была одна тонкость, о которой редко говорят. Это чудо происходило в условиях ограниченного суверенитета. Западная Германия могла быть экономически успешной, но геополитически она все равно оставалась младшим партнером в большой игре. Именно здесь, в послевоенном разделении, закладывается фундамент того странного поведения Германии, которое мы наблюдаем сегодня. Страна получила формулу успеха, которая работала в условиях холодной войны.
Технологическое лидерство плюс дешевые энергоресурсы плюс политическая лояльность равно процветание. Но эта формула содержала в себе встроенное ограничение. Германия могла быть экономическим гигантом, но должна была оставаться политическим карликом. И когда мир изменился, эта формула перестала работать. Последствия этого исторического компромисса мы увидим позже, когда будем разбирать текущий политический абсурд. Но чтобы двигаться дальше, нам нужно понять еще один ключевой момент – воссоединение Германии и его экономические последствия. Представьте себе большую шахматную доску, на ней разыгрывается партия века – холодная война. И одна из ключевых фигур на этой доске – Германия. Но вот что интересно, эта фигура не может двигаться самостоятельно, ее передвигают настоящие игроки. Ребята, не ленитесь, подпишитесь на канал. Вам не сложно, а нам приятно. И лишняя копеечка будет котику на консерву. После 1945 года Германия – это уже не государство в полном смысле этого слова. Это территория, разделенная победителями. На бумаге оккупация должна была быть временной мерой, но реальность, как всегда это бывает, оказалась иной. Знаете ли вы, что первый договор, полностью восстанавливающий суверенитет Германии, был подписан только в 1990 году? Это договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный также как договор 2+4. Ни много ни мало 45 лет ограниченного суверенитета. Но вот хороший вопрос. А что же реально поменялось с подписанием этого договора? Даже сегодня, в 2025 году, на территории Германии расположено около 40 тысяч американских военнослужащих. Крупнейший контингент США в Европе. И если вы думаете, что это просто союзнические войска, то вынужден вас поправить. Это самый настоящий инструмент влияния, наследие той самой послевоенной эпохи. Термин «экономическое чудо» звучит впечатляюще, но давайте заглянем за кулисы этого чуда. План Маршалла не был просто актом благотворительности. Это был стратегический ход, призванный создать в Западной Европе экономический блок, зависимый от США и противостоящий советскому влиянию. Западная Германия получила щедрое вливание капитала, списание довоенных долгов и, что особенно важно, доступ к рынкам. Экономист Людвиг Эрхард, которого часто называют отцом немецкого экономического чуда, проводил свои реформы не в вакууме, а в тесной координации с американскими советниками. Показательно, что даже введение новой немецкой марки в 1948 году произошло по инициативе и под контролем американской военной администрации. А теперь о главном геополитическом страхе послевоенной Америки. Знаете, что вызывало настоящую паранойю у стратегов в Вашингтоне? Возможный союз между Германией и Советским Союзом. Эта идея не была новой. Еще британский геополитик Хелфорд Маккиндер в начале 20 века писал, что союз немецких технологий и организаций с русскими ресурсами и человеческим потенциалом создаст непобедимую силу – мировой остров, контролирующий Хартленд, сердце Евразии. Тему Хартленда мы разбирали в видео о русской цивилизации. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании к этому ролику. Так вот, американский дипломат Джордж Кеннон, автор доктрины сдерживания, прямо указывал, что главной задачей американской политики должно быть предотвращение концентрации промышленной мощи и военной силы под контролем одного центра в Евразии. А что могло быть более опасным, чем союз немецкой индустрии и советских ресурсов? Связывание Западной Германии с Западным блоком происходило не только через военное присутствие, но и через создание сложной сети экономических зависимостей. Европейское объединение угля и стали, созданное в 1951 году, часто представляют как первый шаг к европейской интеграции. Но одновременно это был инструмент контроля над немецкой тяжелой промышленностью, той самой, что дважды за полвека снабжала Германию средствами для развязывания мировых войн. Западногерманская экономика росла впечатляющими темпами, но в строго определенных рамках. Ее внешнеполитический курс, оборонная политика и стратегические решения в области энергетики и промышленности должны были соответствовать интересам Западного блока. И вот мы подходим к ключевому парадоксу, который объясняет многое в сегодняшней политике Германии. Страна получила формулу экономического успеха, но ценой этого была политическая субординация.
Эта модель работала десятилетиями и стала настолько привычной, что немцы почти перестали ее замечать. Экономическое процветание было негласным договором, компенсацией за ограниченный суверенитет. И только когда этот договор начал давать сбои, как мы видим сейчас, парадокс стал очевиден. Но чтобы полностью понять сегодняшний абсурд немецкой политики, нам нужно рассмотреть еще один исторический поворот – воссоединение Германии и его последствия для новой геополитической реальности. 9 ноября 1989 года. Берлинская стена падает под напором тысяч восточных немцев, жаждущих свободы. Этот момент вошел в учебники истории как символ окончания Холодной войны. Но для Германии это было нечто большее, начало новой главы, которая, как ни странно, содержала в себе семена будущих проблем. Падение стены вызвало эйфорию не только в Германии, но и во всем мире. Канцлер Гельмут Коль говорил о цветущих ландшафтах, которые появятся на востоке объединенной страны. Запад приветствовал возвращение восточной части в, как они говорили, свободный мир. Казалось, история движется в правильном направлении. Но за кулисами торжества все было далеко не безоблачно. Восточно-германская марка была обменена на западную по курсу 1 к 1, что экономически было абсурдом. Реальная покупательная способность восточной валюты была в 3-4 раза ниже. Этот шаг сделали не экономисты, а политики, думавшие о том, как быстрее объединить страну. Результат? Восточно-германская промышленность в одночасье стала неконкурентоспособной. Предприятия, которые еще вчера обеспечивали работой миллионы людей, внезапно оказались нерентабельными. К 1992 году промышленное производство в Восточной Германии сократилось на 73% по сравнению с 1989 годом. Безработица взлетела до невиданных высот. Началась массовая миграция с востока на запад. Восточные земли потеряли почти четверть населения. Воссоединение, которое выглядело как триумф для миллионов восточных немцев, обернулось травмой, последствия которой ощущаются до сих пор. Появилось даже такое понятие, как остальгия – культурный феномен ностальгии по некоторым аспектам жизни в ГДР. Для Запада распад СССР означал конец истории, триумф либеральной демократии и рыночной экономики. Но для Германии это означало необходимость пересмотреть свою роль в мире. С одной стороны, объединенная Германия стала крупнейшей экономикой Европы и ведущей политической силой ЕС. С другой, она унаследовала проблемы и ограничения, заложенные в послевоенную модель. Германия 90-х была похожа на человека, который годами носил корсет и внезапно обнаружил, что может двигаться свободнее. Но мышцы уже атрофировались, а привычка проверять каждое движение на допустимость осталась. Канцлер Гельмут Коль хорошо понимал эту дилемму. Он видел будущее Германии не в возрождении национального государства образца XIX века, а в растворении в объединенной Европе. Именно он форсировал создание Евросоюза и введение единой европейской валюты – евро. Это было стратегическое решение, призванное одновременно успокоить соседей, опасавшихся возрождения немецкой мощи, и обеспечить новые рынки для немецкой промышленности. Германия как бы говорила миру: мы больше не будем национальным государством в традиционном смысле, мы будем европейцами. 90-е годы были непростыми для Германии. Стоимость объединения оказалась астрономической – более 2 триллионов евро за последние 20 лет. Западно-германская экономическая модель, настроенная на экспорт, вдруг столкнулась с необходимостью финансировать масштабный внутренний проект. К тому же мировая экономика быстро менялась. Глобализация набирала обороты, появлялись новые конкуренты в Азии, ускорялась цифровая революция. Германии пришлось адаптироваться буквально на ходу. Ключевым моментом стали реформы Шрёдера начала 2000-х годов. Канцлер Герхард Шрёдер, социал-демократ, провел серию неолиберальных реформ, известных как «Адженда 2010». Они включали сокращение социальных выплат, либерализацию рынка труда и снижение корпоративных
налогов. Эти реформы были болезненными, но они вернули немецкой экономике конкурентоспособность. К середине 2000-х Германия снова стала локомотивом Европы и крупнейшим мировым экспортером. Этот титул она удерживала до 2009 года, когда ее обошел Китай. Но новая формула успеха содержала в себе скрытые риски. Она была основана на жесткой экономии внутри страны, сдерживании роста зарплат и агрессивном наращивании экспорта. И главное, она требовала постоянного притока дешевых энергоресурсов, прежде всего из России. Объединение принесло Германии формальную независимость. Договор 2+4 как минимум на бумаге восстановил суверенитет страны. Последние советские войска покинули Восточную Германию в 1994 году. Но вместо старых зависимостей появились новые, более тонкие и сложные. Германия стала центральным элементом европейской экономической системы. Ее промышленность зависела от экспортных рынков, а энергетика – от импортных ресурсов. Ее банки были вплетены в глобальную финансовую сеть, а политическая элита – в трансатлантические институты. Что самое интересное, именно после объединения в момент кажущегося триумфа были заложены те противоречия, которые сегодня разрывают немецкую политику и экономику на части. Попытка сочетать растущую экономическую интеграцию с Востоком, прежде всего с Россией, и сохранение политической лояльности Западу создала напряжение, которое долго оставалось скрытым, но в итоге привело к сегодняшнему кризису. Но чтобы полностью понять, как мы пришли к сегодняшнему абсурду, нам нужно рассмотреть еще один ключевой фактор – энергетическую политику Германии, ставшую ее ахиллесовой пятой. Знаете, в чем настоящий парадокс немецкого экономического чуда? Страна с ограниченными природными ресурсами создала одну из самых энергоемких экономик мира. После Второй мировой войны Западная Германия сделала ставку на энергоемкие отрасли – металлургию, химическую промышленность, машиностроение и автомобилестроение. Это была стратегия экономического возрождения, и она работала блестяще. Но для работы этой промышленной машины требовалось топливо, много топлива, и собственных ресурсов катастрофически не хватало. В 1970-е энергетический кризис ударил по Германии особенно болезненно. Страна с ужасом осознала свою уязвимость перед лицом нефтяного эмбарго. И тогда родились две стратегические идеи, которые определили будущее немецкой энергетики. Первая – атомная энергетика как путь к энергетической независимости. Вторая – диверсификация поставщиков нефти и газа с акцентом на СССР, стабильного, хотя и идеологически противоположного партнера. К 1980 годам Германия построила 19 атомных реакторов, обеспечивавших треть энергопотребления страны. Одновременно западногерманские компании начали импортировать газ из Советского Союза по первому трансевропейскому газопроводу. Эта комбинация атом внутри, газ извне обеспечивала энергетическую безопасность и конкурентоспособные цены для промышленности. Но она же создала долгосрочную зависимость, последствия которой полностью проявились только десятилетия спустя. Мало кто помнит, но уже в 1981 году проект газопровода из СССР в Западную Европу вызвал первый серьезный трансатлантический конфликт. Администрация Рейгана активно выступала против проекта, введя санкции против европейских компаний, которые участвовали в строительстве. Рейган видел в газопроводе не просто коммерческий проект, а геополитическую угрозу, рычаг влияния Москвы на Западную Европу. Но Германия и другие европейские страны настояли на своем. Газопровод был построен, и советский газ потек в Европу. Более того, западногерманские банки профинансировали проект, а немецкие компании поставили трубы и оборудование. Это была классическая схема «газ в обмен на технологии», создававшая взаимовыгодную зависимость. После распада СССР эта схема была не только сохранена, но и расширена. В 1990-е и 2000-е годы, пока политики говорили о новой эпохе в отношениях с Россией, бизнес методично выстраивал новые энергетические мосты. А теперь о решении, которое многие экономисты назвали самоубийственным. В 2000 году коалиционное правительство социал-демократов и зеленых под руководством канцлера Герхарда Шрёдера приняло закон о постепенном отказе от атомной энергетики. Германия, страна с лидирующими позициями в ядерных технологиях, просто взяла и решила закрыть все свои АЭС.
Изначально это был компромисс между социал-демократами, стремившимися сохранить поддержку зеленого электората, и промышленностью, которой был нужен длительный переходный период. АЭС должны были закрываться постепенно, в течение 2 десятилетий. Но в 2011 году, после аварии на японской АЭС Фукусима, канцлер Ангела Меркель, которая ранее выступала за продление работы АЭС, внезапно развернула политику на 180 градусов. Было принято решение ускорить отказ от атомной энергетики. 8 реакторов были немедленно закрыты, а остальные должны были прекратить работу к 2022 году. Это решение было принято не экономистами, не энергетиками, даже не исходя из объективных показателей безопасности. Оно было принято политиками, якобы под давлением общественного мнения. Скажите мне, а что такое общественное мнение в современном западном мире? Что? Да ничто! Энергетический поворот стал ключевым словосочетанием в немецкой политике. Страна взяла курс на возобновляемые источники энергии – ветер, солнце, биомассу. Амбициозные планы предусматривали, что к 2050 году 80% электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников. Но для такого разворота требовалось переходное топливо. И выбор был сделан в пользу природного газа – самого чистого из ископаемых видов топлива. А поскольку своего газа у Германии практически нет, это означало еще большую зависимость от импорта, прежде всего из России. К 2021 году Германия импортировала из России 55% потребляемого газа, 50% угля и 30% нефти. Энергетическая зависимость достигла исторического максимума в тот самый момент, когда геополитические отношения с Россией входили в фазу обострения. И вот здесь мы подходим к сюрреалистическому моменту немецкой политики. В 2015 году, через год после присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины, Германия согласилась на строительство Северного потока-2, нового газопровода, который должен был увеличить поставки российского газа в обход Украины. Это решение вызвало, скажем так, недоумение у многих союзников Германии, особенно у США. Меркель и другие немецкие политики, конечно, уверяли, что это чисто коммерческий проект, не имеющий политического измерения. Но в глазах американцев это выглядело совершенно иначе. Уже в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп на саммите НАТО открыто заявил, что Германия полностью контролируется Россией, ссылаясь на энергетическую зависимость. А госсекретарь Майк Помпео без обиняков назвал «Северный поток-2» инструментом российского давления и пообещал сделать все возможное, чтобы остановить этот проект. К 2022 году Германия оказалась в энергетической ловушке собственного изготовления. С одной стороны, амбициозные экологические цели и отказ от атомной энергетики. С другой – растущая зависимость от российских энергоносителей. В нормальных условиях этот конфликт можно было бы сглаживать постепенными компромиссами. Но история распорядилась иначе. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Но самое интересное началось, разумеется, в 2022 году. Эскалация конфликта вокруг Украины стала точкой невозврата для германской энергетической политики. Десятилетиями выстраиваемая система энергетической кооперации с Россией рухнула буквально за несколько месяцев. Рост цен на энергоносители нанес двойной удар и по конкурентоспособности немецкой промышленности, и по социальной стабильности в стране. Германия оказалась перед лицом фундаментального противоречия между геополитическими обязательствами и экономическими интересами. Резкое сокращение поставок российского газа вызвало беспрецедентный энергетический кризис. И тут уже было не до зеленой энергетики. Вновь ожили угольные электростанции, и планы по декарбонизации экономики были отложены до лучших времен. Более того, энергоемкие производства начали процесс релокации за пределы страны. BASF, крупнейший химический концерн Германии, объявил о сокращении мощности в Европе и расширении производства, где бы вы думали? В Китае и, кто бы сомневался, в США. Ну а теперь перейдем к, пожалуй, самому драматичному сюжету во всей этой истории.
История Северного потока началась еще в 1997 году, когда российский «Газпром» и финская компания «Несте» создали совместное предприятие для изучения возможности строительства газопровода по дну Балтийского моря. Но настоящий прорыв произошел в 2005 году с подписанием соглашения между Россией и Германией при канцлере Герхарде Шрёдере. Политическое решение, которое впоследствии вызовет множество вопросов, когда сам Шрёдер займет пост в совете директоров компании оператора проекта. К 2011 году первая нитка Северного потока была запущена в эксплуатацию, а вторая в 2012. Вместе они обеспечивали транспортировку 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Успешная реализация первого проекта привела к амбициозным планам по строительству Северного потока-2, который должен был удвоить мощность газового коридора. Несмотря на международное противодействие, особенно со стороны США и ряда восточноевропейских стран, строительство Северного потока-2 было завершено к сентябрю 2021 года. Германия настойчиво отстаивала проект, рассматривая его как ключевой элемент своей энергетической безопасности. Но, как это иногда бывает, что-то пошло не так. 26 сентября 2022 года произошло событие, которое многие назвали экономическим 11 сентября для Германии. Мощные подводные взрывы разрушили 3 из 4 ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Сейсмологи зафиксировали подводные взрывы мощностью, эквивалентной детонации нескольких сотен килограммов взрывчатки. Спутниковые снимки запечатлели огромные пузыри метана, поднимающиеся с морского дна на поверхность Балтийского моря. Расследование этого инцидента превратилось в настоящий геополитический детектив. Официальное расследование вели Дания, Швеция и Германия, но с самого начала было очевидно, что дело имеет глубокие политические корни, а значит, вряд ли они там до чего-то могли докопаться. Кстати, примечательно, что взрывы произошли за день до торжественного открытия альтернативного газопровода Baltic Pipe, соединившего Норвегию, Данию и Польшу. Конечно, официальное расследование к однозначным выводам так и не пришло. Да и мы с вами здесь не будем городить конспирологических теорий. Однако догадаться, кому было выгодно то, что произошло, совсем несложно. Дело в том, что относительно Северного потока-2 американская администрация не ограничилась исключительно дипломатическими демаршами. В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, вынудив швейцарскую компанию Allseas немедленно вывести свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря. Сенатор Тед Круз, один из авторов санкционного законодательства, с обезоруживающей прямотой заявил тогда: «Это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитического доминирования». Показательно и то, что противодействие Северному потоку-2 стало редким примером двухпартийного консенсуса в расколотом американском политическом ландшафте. Когда демократ Джо Байден сменил республиканца Трампа в Белом доме, риторика смягчилась, но стратегический курс остался прежним. Еще более красноречивыми были заявления высокопоставленных американских чиновников за закрытыми дверями. Как позднее рассказал бывший советник Меркель по экономическим вопросам, на одной из непубличных встреч представитель Госдепартамента прямо заявил немецкой делегации: «Мы не потерпим усиления экономических связей между Германией и Россией. Евразийский континент – слишком большой приз, чтобы позволить вам двоим его разделить». Примечательно, что за месяц до подрыва газопроводов президент Байден, стоя рядом с канцлером Шольцем на пресс-конференции, произнес фразу, которая впоследствии приобрела зловещий оттенок: «Если Россия вторгнется в Украину, Северного потока-2 больше не будет. Мы положим этому конец». На уточняющий вопрос журналиста, как именно США могут это сделать, если проект находится под контролем Германии, Байден ответил с загадочной улыбкой: «Я обещаю вам, мы сможем это сделать». There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Взрывы на Северном потоке стали для Германии не просто инфраструктурной катастрофой, но и символом наступления новой экономической эпохи. Страна, которая десятилетиями выстраивала свою энергетическую безопасность на диверсификации поставщиков и маршрутов, внезапно столкнулась с насильственным разрушением ключевого элемента этой системы.
Для энергоемких отраслей германской промышленности – химической, металлургической, стекольной – последствия оказались драматическими. По оценкам экономистов, только за первый год после инцидента совокупные потери немецкой экономики составили более 100 миллиардов евро. Не только BASF, но и целые отрасли, бывшие становым хребтом германского экономического чуда, оказались под угрозой вынужденной релокации. А что еще оставалось делать бизнесменам, когда государство, которому они десятилетиями платили налоги, само оказалось в положении беспомощной жертвы, не способной защитить ни их, ни себя? Потеря прямого доступа к российскому газу вынудила Германию в экстренном порядке искать альтернативные решения. На побережье Северного моря за рекордные сроки были построены терминалы для приема сжиженного природного газа – СПГ. Однако стоимость американского СПГ оказалась в 2-3 раза выше стоимости трубопроводного российского газа. Повторю еще раз чуть медленнее. В 2-3 раза выше. Параллельно правительство запустило масштабные программы по энергосбережению и ускоренному развитию возобновляемых источников энергии. Однако эти меры не могли дать немедленного эффекта. Да и медленного тоже, если смотреть на проблему реалистично. Поэтому немцы, еще недавно столь ратовавшие за зеленую энергетику, не нашли ничего лучше, чем вернуться к использованию старого доброго угля. Символично, что взрывы на Северном потоке совпали с началом масштабного энергетического передела мировой экономики. В условиях, когда США вышли на позиции глобального экспортера энергоресурсов, традиционная германская модель использования дешевого импортного газа для поддержания экспортной конкурентоспособности своей промышленности оказалась на грани существования. Дело Северного потока стало не просто криминальным секретом Полишинеля, но и маркером окончания целой экономической эпохи для Германии. Немецкое экономическое чудо, которым восхищался весь мир, сегодня находится под угрозой. К 2023 году Германия стала единственной крупной экономикой G7, демонстрирующей отрицательный рост. Интригующий парадокс. Страна, десятилетиями бывшая локомотивом Европы, превратилась в ее, то есть Европы, больного человека. Согласно данным Бундесбанк, с 2017 по 2023 год более 5000 средних и крупных предприятий покинули Германию. Цифра беспрецедентная со времен Второй мировой войны. Особенно любопытна трансформация отраслевой структуры. Металлургия, химическая промышленность, автомобилестроение, традиционные столпы немецкого экономического могущества, переживают глубокий кризис. В BMW и Mercedes открыто говорят о переносе производственных мощностей в Северную Америку и Азию. А ведь еще недавно определение «немецкое качество» было синонимом превосходства. Сегодня каждая третья немецкая компания в сфере среднего бизнеса рассматривает возможность релокации. За последние годы Германия стала невольной лабораторией для изучения феномена ограниченного суверенитета в 21 веке. Как показывает расследование журнала Der Spiegel, с 1945 года на территории Германии размещены 38 военных объектов США, что больше, чем в любой другой европейской стране. На базе в Рамштайне расположен Центр управления американскими беспилотниками, действующими по всему миру. Факт, вызывающий острые дебаты о немецком суверенитете. В энергетической сфере зависимость не менее драматична. После отказа от атомной энергетики и российских энергоносителей Германия оказалась в ситуации, когда более 70% ее энергетических потребностей удовлетворяются за счет импорта. При этом цена на электроэнергию для промышленных потребителей в Германии сегодня в 2,5 раза выше, чем в США, и в 1,8 раза выше, чем в соседней Франции, которая сохранила свою атомную энергетику. Ну и как же выруливать из этой непростой ситуации? Какие вообще перспективы? В этом смысле перед Германией сейчас открываются 3 основных пути, но каждый из них имеет свою цену. Первый путь – американизация экономики с переходом на СПГ из США, углублением военно-политической интеграции в рамках НАТО и принятием новой роли в глобальном разделении труда. Этот сценарий, который многие аналитики называют новым планом Маршалла наоборот, предполагает, что Германия уступит часть своих промышленных амбиций, а взамен получит ничего.
Просто потому, что такова судьба государств с низким уровнем суверенитета в современном мире. Второй путь – реиндустриализация на новых принципах с масштабными государственными инвестициями в возобновляемую энергетику, водородные технологии и климатически нейтральное производство. Этот вариант развития хоть и не такой печальный, как первый, но все-таки пока больше соответствует уровню фантазии Греты Тунберг, а не реального плана вывода страны из кризиса. Согласно расчетам Института Фраунгофера, для полного перехода на зеленую энергетику Германии потребуется установить солнечные панели на территории, равной половине Баварии. В общем, флаг им в руки, как говорится. Ну а третий путь – новая мультивекторность с попыткой балансировать между различными центрами силы и восстановить экономические связи с Востоком, то есть с Россией. Любопытно, что опросы показывают, более 60% немецких предпринимателей считают этот путь наиболее желательным, но, к сожалению, наименее вероятным. История Германии последних 150 лет – это увлекательный сюжет о взлетах и падениях, где экономическая мощь и геополитические амбиции находились в весьма сложном взаимодействии. Сегодня мы наблюдаем очередной поворотный момент этой истории. Только вдумайтесь, в 1914 году Германия производила больше стали, чем Великобритания, Франция и Россия вместе взятые. А сегодня доля Германии в мировом производстве стали составляет менее 2% и продолжает снижаться. Это наглядная иллюстрация исторической цикличности и хрупкости экономического могущества. Для немцев настал момент болезненного осознания. Послевоенная система безопасности и процветания, которую они так долго принимали как должное, на деле была ничем иным, как формой завуалированного вассалитета. И высокий уровень жизни в Германии десятилетиями был своего рода платой за политическую лояльность. Пока Соединенные Штаты переживали эпоху процветания, содержание витрины западного мира в Европе не представляло проблемы. Но в условиях нарастающего внутреннего кризиса в самих США глобальная империя вынуждена перераспределять ресурсы, безжалостно принося в жертву интересы даже самых близких вассалов. История Северного потока и последовавшей энергетической катастрофы для германской промышленности – наглядная иллюстрация этого процесса. По сути, США вынудили Германию совершить акт экономического самоубийства, отказавшись от конкурентных преимуществ, которые давали доступ к дешевым энергоресурсам и огромному рынку на Востоке. Парадоксально, но именно сейчас, когда евроатлантическая солидарность требует максимальной жертвенности от Германии, перед ней все еще не закрыт и альтернативный путь. Простой и понятный, но кажущийся при этом почти нереальным. А ведь согласно расчетам независимых экономистов, простое возобновление энергетического сотрудничества с Россией могло бы за 3 года вернуть конкурентоспособность ключевым отраслям германской промышленности. Однако такой поворот потребует от немецкого народа не только экономической мудрости, но и политической воли, способности противостоять колоссальному внешнему давлению. Сумеет ли нация, создавшая величайшие образцы философской мысли и инженерного искусства, найти в себе силы для нового экономического чуда? Или великая европейская держава смирится с ролью деиндустриализированной периферии в новом мировом порядке? Поживем – увидим.